Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня мои воспоминания перенесут меня и вас в колонию строгого режима номер 3 города Псков. Это продолжение истории моей жизни, биографии и рассказ о моем третьем сроке, как я оказался опять за решеткой. Если кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы 4 сроками, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершали моих ошибок, и также хочу смотивировать кого-либо изменить жизнь в лучшую сторону, как это сделал в свое время я. Итак, давайте начнем. Прошлый выпуск закончился рассказами о том, как я заработал себе панические атаки, и как я с ними боролся на протяжении многих лет. Этим сроком, о котором сегодня пойдет речь, я на тот момент, когда посадили, не избавился от этих панических атак, поэтому, наверное, об этом в большей степени будет мой рассказ. Каково это вообще испытывать панические атаки в тюрьме. Итак, в общем, это был 2012 год, май, насколько я помню. В общем, опять угодил я в каталажку, сезон номер 5. Водный стадион Москва, в общем, я там постоянно все срока. Но этим сроком еще я побывал и на Бутырке, на психушке. Ладно, давай не будем долго разжевывать. Итак, посадили меня, дали 1,5 года. Нет, вру, мне дали 1 год и 9 месяцев. 1 год 9 месяцев за драку. Опять там, будучи в состоянии этого алкогольного угара и под этими колесами, которые мне прописали, я совершил такое преступление, короче, драка. Давайте так, не будем углубляться, как-нибудь расскажу подробно о всех преступлениях, за которые я сидел, если вам хочется, если вам прям интересно, конкретно за что, когда, почему, 1 раз, 2 раз, 3, напишите в комментариях и не забывайте подписываться, ставить палец вверх. В общем, дали мне 1 год и 9, сижу в камере, было у нас там, я не помню сколько человек, где-то в районе 10, И эти таблетки, я поехал на суд, я знал, что там, я был на подписке о невыезде, Честно говоря, я даже не думал, что меня закроют, я думал, что мне дадут год условно, да я пойду сейчас обратно в сторону дома. Я поэтому даже никому ничего не говорил, что меня должны судить. Но меня закрыли, и, кстати, так нормально, впаяли строгого, 1 год и 9. И я все-таки думаю, мало ли вдруг закроют, я взял с собой небольшое количество таблеток, на которых я сидел. В общем, первое время, сказать, что это была жопа, это ничего не сказать вообще. То есть, я сидел первое время эти таблетки хавал, мне помогало. Но, понимаете, панические атаки, они еще более-менее как-то терпимы, в сравнении с тюрьмой, терпимы на свободе. Потому что здесь представьте условия вообще, свобода, да, и тюрьма. Насколько это большая разница. А представьте еще, если ты болен, неважно чем, на свободе, да, и этим же ты болен в тюрьме. То есть, для меня это прям двойной удар был такой. Я обнаружил, оказывается, что еще у меня клаустрофобия. Хотя появилась для зэка. Вообще такая болезнь, несовместима с его образом жизни. Как у тебя может быть клаустрофобия, если ты постоянно что-то совершаешь? До этого я нормально, я сидел и в буре, и сидел в ШИЗО, постоянно прошлыми 2 сроками, проблем не было никаких у меня с замкнутыми пространствами. Но тут на фоне этих панических атак, то есть, представляете, я получается, боялся же, смерти, стал бояться, да. Кстати, недавно посмотрел этот выпуск «Вопрос ребром» у Басты. Да что ж такое-то? Извиняюсь. И там был, в общем, Егор Крид, он рассказывал, у него спрашивали, какой самый страшный у тебя страх, он говорит, боязнь смерти. И там Киевстонер его поддержал, он я боюсь внезапно умереть . Это я вам говорю к тому, что сейчас, на данный момент, знаете, в это время, промежуток, когда они у меня были, эти атаки 10 лет назад,
и по сегодняшний день. Это распространенная очень фобия, то есть и ей болеют, там, не знаю, ну, фляга свистит. Я недавно ходил на хиджаму, есть на втором канале, у меня второй канал, ссылка в описании, там, ВК, Инстаграм, все в описании, ребят, подписывайтесь. Вот также у меня третий канал есть, где мы смотрим, там, сейчас сериал «Спец», где я играю в GTA, короче, тоже прикольно, недавно завел. В общем, смотрите, недавно ходил на хиджаму, это вот, ну, это кровопускание, там, такую плохую кровь тебя забирают. Вот, и, в общем, я там с человеком встретился, который тоже на нее пошел, и у нее такая же канитель, прям один в один. То есть это достаточно распространенная вот в наше время канитель. Хотя, ну, я думаю, это, скорее всего, происходит из-за того, что мы себя слишком нежим. Я думаю, в окопах во Вторую мировую войну там у людей ничего, никаких фобий не было, и никаких там, не знаю, там, боязни смерти. Вот, короче, в общем, первое время я хавал эти таблетки. Ну, естественно, я был там не в себе, мне было просто жесть как тяжело. На свободе это как-то еще более-менее переносит, потому что здесь можешь отвлечься, там как-то пойти погулять, да в крайнем случае даже скорую вызвать. А там как бы ты понимаешь, что, ну, намного меньше шансов, что если у тебя реально что-то с тобой случится, как бы, ну, что тебя спасут, потому что медицина в местах лишения свободы очень херовая. Итак, в общем, я так провел где-то недели две в хате, вот, после чего, ну, я, естественно, достал там всех психиатров, психологов, которые были, всех врачей, после чего они отправили меня благополучно на Бутырку, на дурдом. Вот, на Бутырке есть корпус, он называется Кошкин дом. Почему? Я, честно говоря, слышал версию, что там раньше бабы сидели, типа бабский корпус был. Вот, сейчас там, типа, вот уже больничка, ну, туда везут со всех тюрем, там даже с подмосковных, вот, туда, на обследование и на прочую канитель. И вот, и меня привезли туда. Короче, попал я в камеру, блин, от каким был сроком-то? Блин, сейчас надо вспомнить. Я просто последним сроком, потом четвертым тоже там был, я уже запутался в этих психушках, сейчас... Блин, куда же я... Сначала-то меня куда посадили, я просто не помню. Ё-моё. Короче, ладно, не суть важно, если я попытаюсь, конечно. Все, вспомнил. Короче, меня посадили, так как я раньше сидел уже, типа, ну, красным там, да, и так далее. Меня, короче, посадили в камеру с бывшим опером. Ну, с БСником, то есть он опером раньше был, ментом, ему дали 10 лет. Происходило это так, то есть я... поднялся на этаж, мне сразу в процедурную, там вот как по приезду тебе приезжаешь, тебя сразу, короче, колят неделю. Вот, то есть, и так как посмотрели, что я был раньше типа там в касте вот красных, да, меня посадили, ну, к БСнику. Потому что, ну, красных как бы не было, вот, знаете, вот с бывшего там хозобслуги и так далее, таких хат. Короче, я там провалялся неделю в коме такой, наверное, короче, меня кололи. Вот. Потом я пришел в себя, очнулся, там этот мужик, вот этот вот, короче, опер. Мы с ним что-то разговорились, он мне рассказал, что он там, типа, я вот неделю там так живу, там, типа, сплю, ем под вот этой всей фигней, под этой всей, чем меня колят. Вот. А потом мне такой выдает, ну, он, короче, вообще далекий, как бы, от понятий каких-то, криминала и так далее. Он говорит, слушай, я, говорит, что хотел тебе сказать. Ты же, говорит, типа новенький здесь в хате, я, говорит, здесь уже сижу месяц, да? И, говорит, я вот слышал, что и, ну, на обычных зонах нигде сидят, типа, БСники, да, бывшие служащие. К слову, кстати, сказать, если кто не знает, что, ну, бывшие менты и госслужащие сидят, для них отдельные зоны, если их не сажают с рядовыми обычными преступниками. Ну вот, и он мне говорит, типа, я слышал, что и у вас в обычных зонах, типа, такая канитель, что, типа, мужик поднимает с тряпки. И я говорю, в смысле, что ты хочешь сказать? Он говорит, ну, типа, ты здесь вот новичок в этой хате, типа, ты здесь будешь теперь убираться, короче, пока не поднимешься. Я ему говорю, ты что, ебанутый, что ли, дружище? Я сижу 16 лет, какие тряпки? Какие там, ну, короче, у нас с ним рамс, я говорю, ты что, перепутал? А вот, и по итогу, человек этот вечером на вечерней проверке, когда к нам пришли менты, они, ну, а я понимал, что что-то будет, короче, вот, они, в общем, он сказал, все, он вышел на проверке и говорит, все, я обратно не пойду, короче, переведите меня в другую камеру, я здесь не уживаюсь вот с человеком. Вот, к тому же я еще от колес толком не отошел, а он уже в нормальном состоянии, более-менее, вот там держит, не знаю зачем, может, за лаве его держали, не знаю, тормознулся он там. В общем,
Прилетел там, ну, это вечерняя проверка, прилетел начальник смены, говорит, ты что там, типа, газуешь здесь туда-сюда, может, тебя, типа, сейчас это, в резинку, сейчас, говорит, в резинку тебя посадим. Вот. Ну, резинка — это резиновый карцер, где тебя там, ну, чтоб ты... Вот. Я, в общем, взял мойку, лезвие, вот. Я говорю, ну, давайте, в рот ее засовываю, я говорю, ну, давайте, я там порежусь, короче, весь. В итоге они перевели этого чела, ко мне посадили другого, какого-то вообще не в адеквате, но уже не БСник, потому что было видно, что он весь исколотый, но синий весь. Вот. И он, короче, там начал это... Что-то он не мог говорить, он только там гундел. И он ползал там по кроватям. В общем, я его пытался успокоить, как мог. По итогу все закончилось тем, что он взял с туалета веник и начал, короче, ну, встал на кровать мою, вот, ногами верхом, вот, и, короче, стал подметать. Загасил мне, короче, одеяло таким образом. Ну и все, после этого, ну, я уже как бы, я подошел. Это все в один день происходило, представляете? В общем, вот этот вот БСник сломился с хаты. То есть я вот только пришел в себя. То есть в итоге он когда залез с веником, там, хотел подмести мою кровать. В общем, я его взял так за шкирбок, он сверху, и пару раз ему треснул. Вот, он упал, там начал орать, а у нас камера стояла, которая наблюдает за нами. Потому что камера маленькая, вот эта, где я сидел. Хотя и в больших тоже она стоит. В общем, залетели опять менты, там типа, ты что там, ёб твою мать? Я говорю, слушай, да посадите меня в обычную камеру, в нормальную, что вы меня здесь держите? Да у тебя же там написано, ты красный. Я говорю, да похеру мне, в обычную камеру посадите меня. Зачем мне сажаетесь с долбоебами? Вот он такой, ну все, и короче, пришел опер, типа, ты что здесь чудишь? Мы здесь сами, типа, решаем, кто с кем будет сидеть. И я говорю, да это понятное дело. Я говорю, вы там все дела, молодцы. Я говорю, ну посмотри, вот посмотри на них, посмотри на меня. Посади в обычную камеру, все, проблем у тебя никаких не будет. Он меня перевел в обычную камеру. Там, правда, люди такие тоже были. Один из них на матросской тишине откусывал куски с рук зубами мяса и плевался в баландеров и в ментов, короче. Ну, там большинство сидят в психушке, в тюремной, потому что суицидники. Вот, очень много суицидников сидит. Ну ладно, короче, там меня немного привели в чувство таблетками этими, там нормальные условия. Вот, в общем, в принципе, там я просидел нормально. И когда я вернулся опять туда, в СИЗО, номер 5, там меня типа подлечили, и вот уже мне надо скоро на этап ехать. Я там пробыл, наверное, неделю. В хате уже было в этой, наверное, человек 5 нас. Вот, нас было немного, но мы в тельняшках. Вот, там был, кстати, дедок один интересный очень, он там украл брюлики, короче, и за это сел там на сколько, на 4 или на 5 лет. В итоге там его блатные начали грузить, чтобы он там делился. Он сломился и попал к нам вот в Красную хату. Об этом тоже как-нибудь расскажу, я на стримах рассказывал, на втором канале сделаю ролик тоже. Вот, и в общем, потом я поехал на Псков. Это была просто, ребят, жопа. Вообще, тут ехать от Москвы 700 км. Мы ехали почти неделю. То есть этап — это всегда такая штука, очень тяжелая, тебя постоянно шмонают, там что-то выворачивают. В общем, мы ехали, знаете как, этот вагон его прицепляют к какому-то поезду, там нас довезут до одного там пункта, потом, ну, ложишь спать, едешь в одну сторону, просыпаешься, едешь в другую, короче, вот так вот кривыми, плюс еще лето было, жара, короче, такая, а мы там как в консервной банке, вот это купе нас забили, там, короче, ну, жесть. Вот, в общем, приехали мы туда, в СИЗО Псковское, это вообще жара там, блин, такая глушь, отдельный тоже разговор, блин, там реально фляга может свистануть. Вот, в общем, приехали мы на Псков, ИК-3, Идрица, в общем, так, как же было-то? Меня прям в этот же день отправили в этот, ну, посмотрели по состоянию здоровья, там у меня там записано, что я там немного, у меня подсвистывала фляга. И меня в этот же день, прям сразу, я не сидел в карантине ни дня, меня, то есть, там подстригли, переодели, и, в общем, и подняли сразу в отряд, вот, в рабочий отряд меня подняли, потому что я как бы сказал, что я буду работать, и я собирался там побыстрее. То есть на тот момент я просидел уже месяца, наверное, 2 или 3, и мне подходил УДО там буквально, там, не знаю, через сколько там, ну, через полгода. Вот, и я говорю, типа, все, я буду работать, там, швейка, не швейка. Вот, меня в рабочий отряд подняли. И дальше началась вообще жара.
Короче, я начал ходить, доставать санчасть там. Они меня ненавидели, хотя санчасть была хорошая. В этой санчасти было много лекарств хороших, и они давались бесплатно. То есть даже витамины давали зэкам. Ты приходишь, попросишь, тебе дают. Там были очень херовые врачи. Там один врач был бывший начальник отряда, естественно, без медицинского образования. Была еще такая там селедка. Она раньше выдавала передачки, потом она решила, короче, брать стать врачом в медсанчасти. Она прям при тебе приходишь ты когда на прием, она прям тебя послушает, прям при тебе берет энциклопедию, начинает смотреть, такая, ну вот походу у тебя вот это. Короче, вообще жесть. И на работу я выйти не мог поначалу, потому как они потеряли мой паспорт. А сейчас такая канитель вот сделана, знаете, если у тебя в личном деле нет паспорта, тебя не смогут трудоустроить, потому как там действует все то же самое вот, по трудовому кодексу, как и здесь. То есть тебе должны официально платить зарплату, отчислять там пенсион, то есть они тебя не могут взять. Есть там пару каких-то моментов, куда тебя могут взять на работу, на типа общественных началах, вот, но это была или столовая, там картошку чистить, короче, или что-то еще я не помню. Короче, никуда не брали, вот, никуда не брали. И я на этом рабочем отряде, в общем, не работал. Мне постоянно там задавали вопрос, там, типа, а что ты не работаешь, то есть, да, я говорю, да я хочу, я не могу, дайте мне работу, я не могу без работы, мне работать надо, вот, и, короче, они такие, ну, типа, ну, сиди пока там, жди документ, по итогу оказалось, что мои документы у меня есть в личном деле, вот, знаете, как это случилось, я, ну, за бабки, короче, договорился с завхозом, чтобы он мне делал поощрение. Вот, чтобы он мне делал поощрение. Он мне их делал, я пошел на суд, они говорят, все хорошо у тебя, вот, кроме одного. Во-первых, у тебя стоит профучет. Профучет мне дали как склонен к суициду и нападению на администрацию. Вот за тот случай в Бутырке, когда я стоял там и вот, сажайте меня в резинку, там, в психушке. Это один момент. Второй момент, ты не работаешь. Я им говорю, я не могу, у меня документов, у меня паспорт нет, у меня паспорт потеряли. И они открывают последнюю страницу и говорят, как, вот он, вот твой паспорт, вот он, что ты не работаешь? И все, я говорю, так мне говорят уже полгода, что у меня нет паспорта в личном деле и не берут меня никуда. Вот такая канитель. Это так мне зарубили, короче, условно-досрочное. Вот. Я вышел на работу, через несколько месяцев меня выпустили, потом, забегая вперед, скажу, по ИТР, это такая канитель, исправительно-трудовые работы. Тоже лютая их херня, хуже намного, чем УДО. Вот, но весь этот срок, он был очень тяжелый, потому что, блин, во-первых, когда маленький срок, ты непонятно, ты и здесь, и там, ты вот тебе скоро домой, но ты все равно здесь, ты постоянно ждешь этого УДО, тебе подойдет, ничего не нарушаешь, там бухали вообще по-страшному, я не выпил там ни разу. Даже на Новый год, потому что я боялся, что меня посадят в ШИЗО там или что-то еще. Вот, плюс еще вот я вот эти таблетки, мне их кое-как там разрешили, чтобы мне их присылали из дома. Вот, хотя меня ненавидел психиатр, он был похож на огромного толстого моржа. Вот, он меня ненавидел, говорил, что я симулянт, короче, он меня там посадит, закроет. В общем, такие дела. Было мне очень там хреново в плане того, что это был вот реально самый тяжелый мой срок, потому что я на тот момент еще вот продолжал болеть. Я хочу вам сказать, что там еще усугубилось мое состояние, стало намного хуже. Потому как, ну, блин, это было вообще жесть. В общем, я по итогу там, мне прописывали еще какие-то колеса. Мне прислали мои из дома колеса, вот эти самые сильные. Их потом запретили в 2013 году. Клонзепам такие были. Вот, потом... еще мне там что-то давали, короче, блин, ну это просто жесть. И на меня уже внимания никто не обращал. Менты, когда заходили, я мог в 12 часов ночи сидеть на лавочке, вот, с панической атакой. И менты мне уже даже не спрашивали, что я здесь делаю, потому что, ну, они знали, что я... Вот, я сижу и, типа, ну, мне хреново, меня прет. Вот. И они уже, ну, поначалу, типа, ты что тут делаешь? Я, все нормально-то. Вот, и, в общем, в этом состоянии... В таком жестком я находился на протяжении всего этого срока. Встретил там я пацана еще, с которым сидел в Рязани. Вот, сейчас не знаю, куда-то он пропал, Славик. Также я встретил пацана с сестрой
которого я учился в одном классе, здесь с моего района, был немножко полегче. Вот, хоть там какое-то там знакомое лицо, скажем так, мы до сих пор дружим, он все вышел, тоже исправился, молодец. Вот. Такие дела. В принципе, что там рассказать еще? Про зону, про саму зону, такая относительно черная. Вот. Телефонов было полно, но дорогие. Блатных много, красных тоже. Менты практически вообще ничего не решают в этой зоне. Им там давали люлей. Бывало, частенько давали люлей, да. Но мне как-то было вообще не до этого, знаете. То есть ходить по отрядам можно было там. В общем, ну такая, да, зона больше черная была. Ну, вот. Некоторые ходили со своими ключами, там, короче, от локальных участков, там, как вечер, там все ходят куда хотят. Вот. Что еще-то? В принципе, зона как зона. Я не знаю, как вам объяснить. Вот. Но мне было вообще, я в своей зоне находил, в своей прострации, в своей там, проблемной голове на тот момент. Вот. В общем, так вот я мучился. А вот как я оттуда освободился, и как мне это далось, да, каким образом, в общем, какими трудами, и как я себя чувствовал после того, как я вернулся домой, а это было просто жесть, ребят. Я расскажу вам в следующем ролике. Ну, что хочу сказать. В принципе, все. Опять же, прошу оценить ролик. Неважно, туда-сюда, как вам больше угодно. Вот, ребят, берегите себя, вот послушайте меня, знаете, реально, я вспоминаю, так прям, ну не то, что прям тяжело, но такой груз появляется, да. Вот, тяжеловато вспоминать, это, конечно, все, не дай бог никому это узнать, ни что это такое, это болезнь, это и что такое тюрьма. Берегите себя, цените свою жизнь, свою свободу. С вами был Миша Выплюшка. Увидимся.